Друзья, привет! С вами проект Камин Обзор. И сейчас за 2 минуты я расскажу вам о том, как быстро растопить камин. Если вы смотрите это видео, значит вы либо растапливаете в первый раз свой камин в новом доме, либо приехали в коттедж с камином и не знаете, как его растопить. В обоих случаях наша инструкция будет для вас полезна. Итак, мы разложили у камина, чтобы вам было понятно все то, что нам понадобится. Это 1 бумажка для контрольного розжига, 3 бумажки для розжига, каминные спички. Можно использовать и обычные спички, но каминные удобнее, потому что вы не обожжете пальцы. 3 больших полена, 3 маленьких полежки, 3 щепы и можно добавить еще немного бересты. Но начнем мы с того, что проверим, открыт ли у нас шибер. Шибер – это специальная задвижка, которая перекрывает дымоход. Когда вы уже протопите дом и полностью сожжете все дрова, так что там не останется ни одной искорки, вы сможете закрыть ее для того, чтобы тепло оставалось в доме и не уходило через трубу. Но на время розжига и на время протопки шибер должен быть обязательно открыт, иначе весь дым пойдет в комнату. Итак, контрольная растопка. Для чего она нужна? Если вы постоянно топите свой камин, то эта процедура не понадобится. Но если вы приехали в дом с камином, которым вы раньше не пользовались, или растапливаете камин после зимы, то вам обязательно нужно проверить, не засорился ли дымоход. И если вы сожжете вот такую бумажку в топке перед растопкой, то вы быстро это поймете. Если она сгорит сразу же, значит дымоход чистый. Если же она потухнет, значит, возможно, ваш дымоход засорился. И вам сначала нужно прочистить его, прежде чем топить камин. Давайте проверим, наш камин работает или нет. Теперь мы закрываем топку, проверяем, чтобы поддувало было закрыто, чтобы у нас не было вообще подсоса воздуха в камин. И смотрим, как она горит. Как мы видим, наша протопочная бумажка сгорела сразу же, быстро и полностью. А это значит, что дымоход чистый. Соответственно, мы можем приступать к растопке. В случае, если эта бумажка прогорит только на треть или наполовину, а потом потухнет, значит с дымоходом что-то не так. И обязательно проверьте его перед тем, как растапливать камин. Иначе вам обеспечены проблемы, типа дыма в помещении и невозможности растопить очаг. Итак, сейчас нам нужно уложить большие поленья, средние, маленькие полежки, щепу и бересту таким образом, чтобы пламя могло легко разжечься. В уложенные поленья мы просовываем наши 3 бумажки. Перед тем, как зажечь спичку, проверьте, открыта ли подача воздуха на горение. Обычно она располагается под топкой. Точнее, не обычно, а всегда. А вот выглядеть она может либо как стандартное поддувало в старых печах, либо же как специальный маленький рычажок, сдвинув который мы обеспечим подачу воздуха снизу. Это обязательное условие, и без этого печка не разгорится. Итак, процесс начался. Мы закрываем топку, хотя некоторое время можно подержать ее чуть-чуть приоткрытой. Чуть-чуть, буквально оставляем щелочку, хотя это не обязательно. Если вы хотите, чтобы вообще не было ни запаха дыма, ничего, то можете ее закрыть. Но так будет дольше разгораться. Так что оставляем маленькую щелочку, проверяем, что у нас открыта подача воздуха. И теперь просто ждем пару минут. Через пару минут можно закрыть топку для того, чтобы дым не шел в комнату. Итак, как мы видим, пламя разгорается очень быстро. Я надеюсь, что у вас тоже получится. А пока что я вкратце напомню вам о правилах безопасности. Ни в коем случае не используйте для растопки камина коробки из-под сока и какие-то прочие такие вещи, которые для этого не предназначены. Только немного чистой бумаги, не газеты. Чистой бумаги и все, щепа и дрова. Ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не сжигайте мусор в камине. Некоторые из вас могут думать, что таким образом вы перерабатываете мусор, но нет, вы только вредите экологии и портите камин. Вы загрязняете дымоход. Камин через некоторое время просто выйдет из строя, более того, это вообще пожароопасно.
Так что запомните самое главное: никогда не сжигайте мусор в камине. Почему-то в нашей стране это принято, но мы не устанем вам напоминать о том, что этого делать категорически нельзя. Даже если после вечеринки в коттедже с камином у вас осталось много-много всяких бумажек, полиэтилена и прочего, не делайте этого.